Всем привет на канале Favorite Fishing. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о обновлении Whitebird. И это очень важный и значимый для нас обзор, потому что обновление модели Whitebird — это верхушка айсберга большого проекта по обновлению всех микроджиговых линеек Favorite. Так уж сложилось исторически, что микроджиговые удилища это очень большая часть ассортимента Favorite. Favorite начался с очень удачных микроджиговых линеек. Это был эксклюзив и Bluebird, и долгое время они были бестселлерами. Но время не стоит на месте, все меняется, технологии меняются. Наши рыболовы становятся более продвинутыми, и их требования к снасти все время повышаются, потому что микроджиг — это один из самых популярных видов ловли у нас. И поэтому мы запустили этот глобальный проект по обновлению всех наших микроджиговых линеек. Обновилось абсолютно все. От старого Whitebird осталось только название. Во-первых, как вы уже могли заметить, удилище теперь не полностью белое. Дизайн достаточно простой, стандартный, но в то же время, скажем, классический для японских микроджиговых удилищ. Мы решили не красить бланк для того, чтобы его разгрузить и сделать легче, чем у предыдущей версии. Бланк мы тоже полностью переработали, причем это была самая сложная часть задачи по обновлению этого удилища. Как я уже говорил, наши рыболовы становятся все более и более профессиональными, и поэтому требования, предъявляемые к удилищам даже бюджетного класса, становятся все более и более высокими. Поэтому мы поставили перед собой задачу выжать максимум из современных технологий. Дело в том, что часто бланки бюджетных удилищ не обладают каким-то ярко выраженным строем. В Whitebird же с этим все хорошо. То есть каждая удочка обладает строем, который идеально подходит под те задачи, под которые она разработана. Основной материал бланка остался все тот же. Это низкомодульный карбон 24 тонны. Но бланки совершенно отличаются от предыдущих Whitebird. Они намного более жесткие, легкие и чувствительные. Вес, кстати, получился очень достойный для бюджетных удилищ. Самая легкая модель в линейке 682 SULS весит всего 70 грамм. Фурнитура тоже полностью поменялась. Теперь это современный КР-концепт, причем на самых легких моделях стоят однолапые кольца типа AT. Вставки остались те же LTS. И теперь самое главное — общая концепция линейки. Причем эта концепция будет не только в Whitebird, но и в Bluebird и во всех остальных микроджиговых удилищах. Раньше у нас обычно было несколько длин и два варианта — это тубуляр и солид кончик, то есть вклейка. Теперь же мы полностью переработали модельные ряды, и каждое удилище в модельном ряду специализированное и подходит под какие-то определенные задачи. Причем эта специализация есть даже в бюджетной модели Whitebird, что встречается не так часто. Теперь подробнее о каждом удилище в линейке. В руках у меня самая легкая модель в серии, это 682 SULS с тестом до 5 грамм и длиной 2,04 метра. Это удилище предназначено для ловли окуня под ногами, на ближних дистанциях и в основном на самые легкие джиговые оснастки. У него вклеенный кончик, то есть это солид, он достаточно живой и позволяет делать проводку очень легких весов с пассивными приманками. Такой типаж удилищ очень популярен в спорте, но и среди рыболовов-любителей тоже находит своих поклонников, потому что с таким удилищем на самые легкие приманки очень легко поймать рыбу в любых условиях, в любой микроречке или в любом городском озере.
Следующее удилище в линейке — это 732 ULS. Это удилище длиной 2,2 метра с тестом до 7 грамм и солид вершинкой. Эту модель можно считать окуневым универсалом. Как правило, вершинки типа Solid, то есть вклейки, больше подходят для пунктирных проводок, которые чаще всего используются именно в ловле окуня, а также для анимации пассивного силикона. Это модель, без которой не обходится ни одна микроджиговая линейка. Проверенная временем классика, 76-й тубуляр. Удилище маркируется 762 ULT, то есть длина 2,30 с тестом до 7 грамм и тубулярной вершинкой. Универсальное микроджиговое удилище подходит для разных стилей, для разных проводок, для ловли как окуня, так и щуки на различных водоемах и дистанциях. Если вы начинающий и хотите выбрать свое первое микроджиговое удилище, обратите внимание именно на эту модель 762 ULT. 732 LT. Тест до 12 грамм, длина 2,2 метра. Лайтовый универсал с тубулярной вершинкой. На самом деле мы долго думали, включать это удилище в линейку или нет, потому что оно немножко выбивается из ряда классических микроджиговых удилищ, но все же решили оставить, потому что в прошлых версиях Whitebird и Bluebird эти удилища были очень и очень востребованы. Мы немножко переработали строй этого удилища, и теперь это универсал как для ловли с лодки, так и для ловли с берега на малых и средних речках, а также озерах. Им можно отлично ловить как джигом, так и на воблеры. Можно ловить на поверхностные приманки, можно твичить маленькие миножки, а также ловить на кренки, особенно на диповые версии. И, наконец, самое мощное удилище в линейке 802 LT. Тест до 12 грамм, длина 2,40. Кончик тубуляр. Это модный нынче лайтовый береговик. На самом деле в бюджете очень сложно сделать длинное лайтовое удилище, чтобы оно обладало быстрым строем и не было сопливым. Но в Whitebird мы с этой задачей, я считаю, справились. Модель предназначена для береговой ловли на дальних дистанциях на легкие джиговые приманки. В принципе, любой рыбы, это может быть и крупный окунь с дальних бровок, это может быть щука на платниках или судак в средних и малых речках. По длине мы решили ограничиться 8, потому что очень сложно сделать в бюджете длинное лайтовое удилище с хорошим строем, чтобы оно не было лапшистым. Поэтому мы решили пожертвовать длиной в угоду строю удилища. Таким образом, в модельном ряду Whitebird всего 5 удилищ, но эти 5 удилищ закрывают все потребности современной микроджиговой ловли, а также ловли на легкий джиг. И эта концепция очень облегчает выбор, особенно если вы новичок. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях и не забывайте подписаться на наш канал.